Короче, всем здравствуйте, видео по Insecurity выходило на месяц назад, и из промежуток нам показали новый контент по данному сериалу, то что мы его сегодня разберем, а также теорию, которая у меня появилась. Также можете подписаться на Телеграм, но это по желанию, а мы начинаем. Для начала начнем с новостей именно с этого поста. Привет, сообщество дронов-убийц, мы хотели бы рассказать вам о себе. System Studios работает замечательная команда, состоящая из более 5 человек по всему миру, которая сейчас все трудится над дрон-убийцами Insecurity для вас всех. День за днем проект такого масштаба реализовать непросто, поэтому ценим ваше терпение и постоянную поддержку. Спасибо вам всем. Путь выпуска наверное еще долг, но мы надеемся, что можем доказать, что ожидание того стоит. Оставайтесь с нами и хорошего дня или ночи. И да, из этого поста мы узнали, что Insecurity выйдет еще не скоро, но это стоит таких ожиданий, смотря на масштаб самого проекта, а также по себе нам показали этот рендер дронов рабочих. И давайте перейдем к оставшимся постам, именно где нам рассказывают, что такое Insecurity. Insecurity — это фан-сериал, созданный аниме-фингом и произведенный System Studios, основанный на франшизе Дрона-убийцы, созданным Лем Викерсом и произведенный Glitch Productions. Insecurity разворачивается в альтернативной вселенной. Сериал фокусируется на ООР и их отчаянной потребности в дополнительных ресурсах и запасах, борющихся за выживание на умирающей экзопланете Копер-9. Это отчаяние заставляет колонию делать все возможное, чтобы выжить, однако вскоре не понимая, что существует гораздо больше угроз, способных уничтожить мир, чем могли мы себе представить. Это посылает им один ясный и пугающий сигнал: сражайтесь или столкнитесь с абсолютным уничтожением. А также, что удивительно, это то, что пост был выпущен день рождения самого аниме-финга, а также нам показали небольшой видеоролик, где по сути пересказали все, что написано в этом посте. Также, что удивительно, это то, что нам показали пост с Кэл и прописали опять пост. И чтобы не читать опять много текста, то скажу сразу, что Кэл — это главный герой Insecurity. Он является новичком ООР. Кэл всегда настойчивый и поступает так, как считает ему нужным. И вообще он дрон-добряк и готов выполнить любые задания, которые мы поручили. А также нам дали этот рендер, на котором сам Кэл, а также самое милое создание. А также, что удивительно, это то, что этот пистолет вдохновлен пистолетом из Хейла. И спасибо Джимбу за эту информацию. А также нам показали этот рендер, на котором мы можем заметить руку дрона, какой-то баллончик, на котором написано жидкий азот, а также массу. А также этот цвет мне напоминает почему-то свет от фар машины. А также то, что этот палец работает по Bluetooth. Ну, в принципе, ничего нового. А также нам показали еще несколько рендеров и эту шедевр анимацию. А также нам показали мексиканского Эна. Теперь, после всего этого, давайте перейдем к теории, которая у меня появилась после этого поста. Я уже вам показывал этот рендер, но этот рендер является ремейком этого. И смотря на новый рендер, у меня появилась теория, что если сюжет Insecurity переписали, из чего это взял. Все просто, это то, что нам ни разу за эти годы не показывали Кэла, а показывали других персонажей. Но, может быть, нам его не показывали просто для интриги, но на первых рендерах намека на Кэла даже не было, и похоже, что раньше ГГ был бы Спек, Дакс или кое-кто другой, или не сами были бы ГГ. И эта теория объясняет, почему Insecurity так долго выходит, хотя это не точно. А также, что удивительно, это то, что на рендере мы видим неизвестных дронов, и из очертаний можем разглядеть тут Синт, а также Хана, хотя это не точно, а также этих неизвестных дронов в штанах, а также этого дрона в шляпе. Если вы зайдете на страницу у Blue Sky к художнице Шеба Росс, это та, что рисовала персонажа Кэпли для Insecurity, и пролистав вниз, мы можем видеть Самуэля, который очень сильно похож на этого персонажа. И похоже, что Самуэль будет отцом Кэпли, а также он лучший игрок в Уно. Но говорить, что это на 100% он, я не буду, так как может быть это совсем другой персонаж. Но помните, это всего лишь теория. Конечно, жаль, что Insecurity выйдет еще не скоро, но это стоит таких ожиданий, так как благодаря этому проект уже переплюнул самих гличей в качестве. Так что пожелаем удачи аниме-фингу, а также его команде. А я и дальше буду следить за этим проектом и информировать вас о нем. Ну, а на этом все. Если что, все важные ссылки будут в описании. Ставьте лайк и подпишитесь на меня и на аниме-финга, чтобы больше видео по дронам и по Insecurity. И до скорого!